Илья Смагомед Самойлович, я знаю, вы совсем недавно вернулись из рабочей поездки из Израиля и палестинской автономии. Вы были там в составе делегации Совета Федерации во главе с Валентиной Ивановной Матвиенко. Израиль один из немногих государств Запада, несмотря на то, что находится на Востоке, да, принято называть западным государством, который с пониманием относится к операции российских ВКС в Сирии. Несмотря на то, что вот отношения между Сирией и Израилем были весьма напряженные и до сих пор таковыми остаются. Но вот я помню, я бывал в Сирии до, соответственно, конфликта. Достаточно было иметь израильскую визу в паспорте для того, чтобы человек был задержан и подвергся там определенному допросу. Вот. Обсуждалась ли вот в рамках этого визита ситуация в Сирии и каково отношение израильских парламентариев и политиков по отношению к ВКС? Да, я хотел бы прежде всего сказать, что визит в Израиль был официальным. Это был официальный визит председателя Совета Федерации, а визит в Палестину был рабочий визит Валентины Ивановны. Это не меняет сути, потому что и в беседах, и в консультациях, и с президентом Израиля, и со спикером израильского Кнессета, и в ходе встреч с Махмудом Аббасом, конечно, проблематика Сирии была на одном из первых мест, наиболее актуальной, чувствительной темы. И вокруг этой темы, этого вопроса было очень много обсуждений. Хочу сказать, и подтверждаю ваши слова, что и официальные беседы, и частные, приватные разговоры, которые мы вели с нашими коллегами в Израиле, подтверждают их понимание важности и значения той операции, которую воздушно-космические силы России проводят в Сирийской Арабской Республике. И тут на первый план выходит, конечно, осознание того, что главная угроза — это не исторические распри, которые, может быть, разделяли два государства, Сирию и Израиль, а главная угроза — это сегодня ИГИЛ, это терроризм, от которого Израиль, надо сказать, страдает не меньше, а может быть иногда и больше, чем значительные, если не все, государства Запада. Они на себе испытали, что такое терроризм, они знают, и даже во время нашего пребывания в Иерусалиме было два террористических акта. Поэтому первое и главное — это борьба с терроризмом, а второе — это стабильность, прежде всего стабильность и мир и спокойствие на сирийской земле. Вот исходя из этих двух стратегических постулатов, которые, конечно же, для Израиля чрезвычайно важны, потому что легко рассуждать о том, что происходит на Ближнем Востоке, из окна своей уютной квартиры где-нибудь там в Нью-Йорке, не хочу вспоминать Париж, но в любом другом западном государстве гораздо сложнее это осознавать, когда ты находишься в непосредственной близости. И давайте вспомним, что до недавнего времени была реальная угроза использования химического оружия. И была реальная угроза того, что это химическое оружие может попасть в руки террористических формирований, которые в огромном количестве расплодились после известных событий в Ираке, в Ливии и в Сирии. Поэтому и против кого бы это было направлено, и как бы оно было использовано, это не абстрактные вопросы, которые вызывают, конечно, очень большую озабоченность у руководства Израиля. Поэтому, и именно поэтому есть тесная координация взаимодействия соответствующих военных ведомств, есть координация специальных служб, которые выстраивают линию
противодействия терроризму и террористическим атакам с учетом позиций и с учетом заинтересованности наших партнеров. В данном случае речь идет об Израиле. Я полагаю, что вот это обсуждение во время визита получит свое продолжение, поскольку мы договорились о проведении последующих консультаций между профильными комитетами обороны, безопасности и международных дел со стороны Федерального собрания и там Объединенный комитет по международным делам обороны и безопасности Кнессета Израиля. И в этом смысле мы готовы активно тоже содействовать вот такого рода взаимодействия, может быть, в известной мере и подключив туда наших коллег из сирийского парламента. Ильяс Магомедсаламович, я благодарю вас за то, что вы нашли время, встретились с нами, ответили на наши вопросы. Мы с удовольствием готовы встретиться с вами еще раз. Спасибо вам большое. Я всегда готов делиться своими мыслями, соображениями с нашими зрителями. Полагаю, что это важная составная часть нашей работы как сенаторов. Благодарю вас еще раз. Спасибо.